Одна китайская машина укладывает целый километр дороги за сутки, без единого рабочего с лопатой. Звучит как фантастика, но эта техника уже меняет стройку по всему миру. И то, на что она способна, поражает даже опытных инженеров. Вдумайтесь в масштаб. Там, где бригада из 50 человек с катками, лопатами и отбойными молотками возилась бы неделю, теперь по земле медленно ползет стальное чудовище длиной с многоэтажный дом. За ним остается идеально ровная лента асфальта, без стыков, без ям, без тех досадных бугров, на которых потом подпрыгивает каждая машина. И происходит это почти бесшумно, будто кто-то раскатывает гигантский черный ковер. Иностранные инженеры, впервые увидевшие это в работе, реагируют одинаково. Сначала недоверие, потом попытка посчитать, сколько человек и сколько дней ушло бы у них на такой же участок, а потом растерянное молчание, потому что цифры не сходятся. То, что в Европе или Америке считается графиком на месяц, в Китае закрывают за несколько дней. И вот что важно понять. Речь идет не об одной экспериментальной установке, которую показали журналистам ради красивого кадра и спрятали обратно в ангар. Таких машин по стране работают десятки. Они прокладывают трассы через пустыни, поднимаются в горы, тянут магистрали к деревням, куда раньше добирались только по грунтовке. Пока весь мир спорил, возможно ли вообще автоматизировать дорожное строительство, китайцы просто взяли и сделали это. Западные компании, десятилетиями считавшиеся законодателями в тяжелой технике, оказались в непривычной роли догоняющих. Их представители ездят на выставки, фотографируют, задают вопросы и уезжают с одним и тем же ощущением, что они опоздали. Причем опоздали не на год и не на два. Но самое интересное не в размерах этой машины и не в скорости, с которой она работает. Настоящая загадка в другом. Да откуда вообще взялась эта технология и почему ее так долго никто не мог повторить? Ведь еще 15 лет назад Китай сам закупал дорожные катки за рубежом и не умел строить трассы, которые выдерживали бы больше одной суровой зимы. Что же произошло за эти годы? Ответ прячется в истории, которую на Западе предпочитают не вспоминать. Чтобы понять, почему эта техника кажется волшебной, нужно заглянуть внутрь. И тут выясняется, что перед нами не одна машина, а целый завод на гусь. Спереди в нее подают сыпучие материалы. Щебень, песок, вверх. Внутри все это смешивается, разогревается до нужной температуры и подается вниз через распределительную плиту точно рассчитанным слоем. То есть асфальт не привозят самосвалами готовым, да? Его буквально производят прямо на месте, метр за метром. Ширина укладки поражает отдельно. Обычный дорожный комплекс кладет полосу в 3-4 метра, а потом рабочие мучительно стыкуют ее с соседней. И именно по этим швам дорога потом трескается первой. Китайская установка накрывает всю проезжую часть разом. До 15 метров в один заход. Никаких продольных швов. Полотно получается монолитным, будто отлитым целиком. Но железо — это только половина секрета. Вторая половина невидима. Над машиной висит связь со спутниками, а вдоль будущей трассы заранее расставлены датчики. Система сама выравнивает слой по высоте с точностью до пары миллиметров. Сама подстраивает температуру смеси под погоду, сама держит уклон, чтобы вода стекала правильно. Оператор в кабине не крутит рычаги в поте лица. Он следит за экранами, как диспетчер. Отсюда и та самая тишина, которая так пугает гостей. Нет криков бригадира, нет лязга ручного инструмента, нет десятков спин, согнутых над горячим асфальтом. Нет криков бригадира, нет лязга ручного инструмента, нет десятков спин, согнутых над горячим асфальтом. Есть ровный гул и лента дороги, вырастающая словно сама собой. Отдельная хитрость — контроль качества в реальном времени. Раньше, чтобы проверить, хорошо ли уложен асфальт, приходилось ждать, пока он остынет, вырезать кусок и везти в лабораторию. Здесь датчики докладывают о плотности и температуре каждого участка мгновенно. Если что-то идет не так, машина корректирует процесс, не останавливаясь. Брак отсекается еще до того, как успевает появиться. Именно поэтому дороги, построенные таким способом, служат заметно дольше и почти не требуют ремонта в первые годы. А для страны, которая тянет десятки тысяч километров трасс одновременно, каждый сэкономленный ремонт — это миллиарды. И все же за всей этой инженерной красотой скрывается вопрос, который не дает покоя конкурентам. Как страна, еще недавно копировавшая чужие катки, вдруг совершила скачок, на который у остального мира ушли бы десятилетия? Ответ начинается с одного решения, принятого в начале 2000-х. В начале 2000-х Китай оказался перед задачей, от которой у любого министра транспорта опустились бы руки. Стране нужно было связать дорогами территорию размером с целый континент, от прибрежных мегаполисов до горных деревень на западе, куда веками добирались пешком. По старым меркам на это ушло бы полвека. Времени не было. И тогда ставку сделали не на количество рабочих, а на технику, которая заменит эти тысячи рук. Но купить готовое решение за границей было нельзя. Его попросту не существовало. Самые продвинутые западные машины укладывали дорогу быстро, но все равно требовали армии людей вокруг. Тогда китайские заводы пошли другим путем. Они не стали улучшать чужие катки на несколько процентов.
100%. Они собрали в одну установку сразу все. Производство смеси, укладку, уплотнение и контроль качества. Что раньше делали 5 разных машин по очереди. Вот где прячется настоящий секрет скорости. Дело не в том, что железо движется быстрее. Дело в том, что исчезли простое. В классической стройке каждый этап ждет предыдущий. Пока не привезут асфальт, не начнешь укладку, пока не уложишь, не пустишь каток.